Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Студия Mercury Steam, известная по Castlevania Lords of Shadow и Metroid Dread, анонсировала Blades of Fire — экшен-адвенчуру в фэнтезийном мире. По сюжету королева Нерея заколдовала металл, превращая обычную сталь в камень. Но вот ее армия владеет особенным сплавом, о который разбиваются вражеские клинки. Главный герой Аран де Лира — последний, кто может противостоять ей. В этом ему помогает юный Атса, знаток мифов и древних языков. Игрокам предстоит собирать материалы, изучать свитки и экспериментировать с комбинациями сплавов, клинков и рун. Разные параметры оружия, вес, длина и прочность повлияют, разумеется, на стиль боя. Отдельно отмечают, что во время боевки можно целенаправленно атаковать части тела врагов, применяя колющие, рубящие и дробящие удары. Также в игре обещают более 50 видов противников, включая солдат королевы, монстров и нежить. Blades of Fire выйдет 22 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Открыт предзаказ, а стоимость ПК-версии со скидочкой 3419 рублей. Русской локализации, правда, в списке языков пока нет. На днях состоялся релиз Monster Hunter Wilds, новой части популярной серии от Capcom. Открытые тестирования уже намекали на высокий интерес к игре, но запуск превзошел все ожидания. Согласно данным SteamDB, пиковый онлайн уже достиг за прошедшее время с релиза 1 384 000 человек. Вот в момент релиза было чуть-чуть поменьше, но в выходные добились вот таких впечатляющих цифр. В итоге Monster Hunter Wilds заняла 5-е место среди игр с самым высоким пиковым онлайном в истории Steam. Она обошла Elden Ring, Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 и даже Dota 2. Это лучший результат среди премиальных игр 2025 года и абсолютный рекорд для Capcom. К слову, предыдущая часть серии Monster Hunter World в свое время набрала 334 000 игроков. Меньше во сколько? Почти в 5 раз. Несмотря на успех, отзывы пользователей в Steam пока оставляют желать лучшего. Только 52% рецензий положительные. Игроки жалуются на вылеты, проблемы с оптимизацией и технические недочеты. Кстати, про недочеты. Эксперт Digital Foundry Алекс Баталия подробно разобрал версию для компьютеров и остался крайне разочарован. По его словам, Capcom повторяет ошибки Dragon's Dogma 2, выпуская неоптимизированный проект с многочисленными багами. Причем первое впечатление от игры-то было положительным. Там предусмотрена компиляция шейдеров заранее, есть детализированные настройки графики и приятный бонус — измеритель видеопамяти. Однако странности начинаются уже сразу после этого на самом деле. Wilds предлагает активировать генерацию кадров до загрузки самой игры, даже на слабых системах, где эта функция бесполезна. Потому что если у вас компьютер выдает 20 кадров, то включив генерацию, input lag будет у вас размером с 5 лет просто. Вот уже в самой игре Баталия обнаружил текстуры низкого качества, напомнившие ему эпоху PS3. На RTX 4060 в 2К встречались графические артефакты, а мех персонажей выглядел так, будто поврежден компрессией. Самая серьезная проблема — это постоянные статоры при движении камеры. Специалист отметил, что такие подтормаживания обычно связаны со стримингом текстур в видеопамять, но внутриигровой измеритель VRAM не показывал перегрузки. Более того, проблемы наблюдались как на RTX 4060 с 8 гигабайтами видеопамяти, так и на RTX 4070 с 12 гигами. Баталия снизил качество текстур до среднего уровня, что устранило часть статоров, но привело к крайне низкому качеству графики. Даже на пустынной локации без сложных объектов игра демонстрировала нестабильный фреймрейт. На интеловской ARC A770 Wilds вообще выдает около 20 FPS и не загружает часть текстур. Аналогичные проблемы были замечены на RTX 2070 Super и RX 5700. Вот еще последний абзац технических разборок и все. Эксперт предположил, что Wilds агрессивно загружает и декомпрессирует текстуры через видеокарту, используя Direct Storage, что и вызывает падение производительности. В итоге Баталия не стал подбирать оптимальные настройки, так как игра нуждается в серьезных исправлениях. По его мнению, пока Capcom не выпустит патчи, Monster Hunter Wilds сложно рекомендовать владельцам даже относительно мощных ПК. Мой ноут, кстати, с этим абсолютно согласен. Мобильная 3070 просто не способна выдать больше 40 кадров на любых настройках тут, хотя играть при этом весело. Спустя 16 лет после выхода Sonic Unleashed, Sega так и не выпустила переиздание для современных платформ. Но исправить ситуацию решили фанаты. Они подготовили неофициальную ПК-версию под названием Sonic Unleashed Recompiled. Порт основан на версии для Xbox 360 и доступен для скачивания на GitHub.
ссылка, заметка, вы знаете. Фанатская версия предлагает множество улучшений. Поддержку 4К и ультрашироких мониторов, стабильные 60 FPS с возможностью отключить ограничения кадров, улучшенную графику, а также расширенные настройки управления. Кроме того, игра оптимизирована для Linux и Steam Deck, поддерживает Hedge Mod Manager для модов и даже включает полностью переработанные ачивки. Запустить Sonic Unleashed Recompiled можно причем даже на слабых ПК. Достаточно процессора Intel Core второго поколения или чего-то из серии AMD FX, видеокарты уровня GT 630 и 10 гигов свободного места. Однако, чтобы избежать проблем с авторскими правами, в сборку не включены игровые ассеты. Их придется извлекать из лицензии для Xbox. У вас же она наверняка есть, да? На этой неделе Warhorse Studios запустила закрытое тестирование весеннего обновления Kingdom Come Deliverance 2. Главным нововведением обновы станет хардкорный режим, в котором игроки смогут активировать различные негативные модификаторы, усложняющие прохождение. Несмотря на договор о неразглашении, тестеры уже раскрыли все доступные модификаторы. Нельзя так, ребята, что вы. Хотя давайте посмотрим, конечно, что они принесли. Первый называется Болван, снижает опыт на 20%. Второй — Лунатик, шанс проснуться в случайном месте. Потом Голодный Индржих, герою нужно есть в 1,5 раза больше. Потный, быстро становится грязным, ухудшая стелс. И вот еще один — Неприятная физиономия. Незнакомцы будут провоцировать драки. Хотя самые жесткие из этих всех дебафов — это угроза. Из-за него крупные преступления приводят к казни. А второй — Застенчивый. Этот дебаф запрещает общаться с банщицами и получать бонус за их услуги. Игроки смогут настроить сложность, выбрав любое количество среди этих модификаторов. Кроме хардкорного режима, весенний патч добавит новые прически и бороды. Тестирование продлится до конца марта. Electronic Arts неожиданно сделала подарок фанатам Command & Conquer, опубликовав исходные коды нескольких классических частей. Теперь мододелы смогут без ограничений создавать новые карты, кампании и другие фанатские проекты. Исходники доступны на GitHub и охватывают Command & Conquer Siberian Dawn, Red Alert, Renegade, Generals и Zero Hour. Помимо этого, EA обновила инструменты для редактирования миссий и создания карт, добавив возможность публикации контента напрямую в Steam Workshop. Издательство выпустило Command & Conquer Modding Support Pack. Набор инструментов для моддинга, включающий XML-файлы, схемы, скрипты, шейдеры и карты для игры на старом движке Sage. Забавный момент, что раскопать архивы EA и найти исходные коды помог Люк Финнан, ветеран сообщества Command & Conquer, который ранее работал над переносом Ultimate Collection в Steam и созданием Remastered Collection. А вот и все новости на сегодня. Но еще есть чем заняться. Например, Илья подготовил для вас обзор Абобы, посмотрите его. Катерина Краснопольская обозрела Lost Records Bloom and Rage, почитайте его. А Кирилл Волошин рассказал про Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Его тоже почитайте. Всех поздравляю с началом весны, а еще напоминаю про лайк. Не забудьте его поставить и хорошего вам понедельника. Пока!